Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку. Приятного просмотра. В одном из живописных уголков Индии, где реки с тихим журчанием пересекали зеленые холмы, находился зоопарк, полный экзотических животных. Среди всего многообразия дикой природы здесь жил особенный тигр по имени Ражи. Его имя означало «царь» на хинди. И не зря, ведь он был самым великолепным и грациозным существом в этом месте. Его полосатая шкура сверкала на солнце, а его полный сил взгляд внушал трепет всем, кто осмеливался подойти ближе. За Ражицей ухаживал работник зоопарка по имени Арвинд. Этот человек был не просто работником, он жил и дышал своей работой. Каждый день Арвинд приходил к Раже, и их связь была чем-то действительно особенным. Арвинд знал его повадки, привычки и настроения лучше, чем кто-либо другой. Он приносил тигру вкусные кусочки мяса, играл с ним и даже обучал его простым командам. Ражи всегда радостно приветствовал Арвинда, когда тот появлялся на горизонте, завязывая свои интересные диалоги через настежь распахнутую решетку вольера. Но с трудом осознавая, что изменения наступают в любое время, Арвинд начал чувствовать себя не на своем месте в зоопарке. Он мечтал о большем, о новых горизонтах и вызовах. Приняв трудное решение, Арвинд уволился. С тяжелым сердцем он покинул зоопарк, но в глубине души надеялся, что сможет навещать Ражу. Прошло несколько дней, и жизнь Арвинда без тигра казалась пустой. Он чувствовал, как в его сердце зреет тоска по его пушистому другу. Но даже несмотря на свои планы, он боялся вновь вернуться в зоопарк. Он думал, что, возможно, пришло время двигаться дальше. Тем временем в зоопарке происходили перемены. Ражи, чувствующий отсутствие своего друга, начал вянуть. Он перестал есть, проявляя явные признаки тоски. С каждым днем его здоровье ухудшалось, а охранники не понимали, как помочь. Они слышали о том, как близки были Арвинд и тигр, и тихо беспокоились. Однажды, когда Ражи был более угнетенным, чем когда-либо, он внезапно принял решение, которое потрясло всех. Он сбежал из своего вольера. Охрана, не веря своим глазам, пыталась остановить его, но тигр, движимый сильным инстинктом, мчался по направлению к дому Арвинда, который находился всего в нескольких кварталах от зоопарка. Арвинд в этот момент отдыхал у себя дома, когда неожиданно заметил за окном огромное желтое пятно. Он прищурился и не мог поверить своим глазам, это был Ражи. Тигр, которого он любил, теперь стоял у его двери, его глаза горели ожиданием. Арвинд замер от шока, его сердце забилось быстрее. Неужели тигр пришел за ним? В нем смешались восторг и ужас. Прошло лишь несколько мгновений, прежде чем он схватил телефон и позвонил в зоопарк. Ему сказали, что они выезжают. Вскоре несколько рабочих прибыли, и с помощью профессиональных средств Ражи смогли вернуть назад. Хотя бы раз в жизни Арвинд не мог сдержать слез, видя, как его друга уводят. Несмотря на то, что тигр был в безопасности, Арвинд понимал, что его место не там, и он должен остаться с теми, кого любит. Работая в зоопарке, он не только заботился о Раже, но и спасал множество других животных, которые нуждались в помощи. Он решил оставить все свои страхи позади и остался в зоопарке, восстановив свою крепкую связь с Ражей. Каждый день он приходил и напоминал тигру, что они все еще вместе, и что их дружба – это нечто большее, чем просто работа. С тех пор на утренних пробежках по зоопарку они вдвоем распевали свою собственную мелодию дружбы, которая не знала преград. А Ражи, возвратившись к жизни и блеску, снова приветствовал своего друга с такой же радостью, как и прежде. Их история стала легендой среди работников зоопарка, напоминанием о том, как сильна может быть связь между человеком и животным. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.